Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня у нас будет интервью с нашей замечательной клиенткой. Ее зовут Ирина. Она поделится с вами своими впечатлениями о городе Мерсин, о том районе, в котором она купила квартиру, поделится впечатлениями о совместной работе с нами. Хочу представить вам Ирину. Ирина, добро пожаловать в солнечный город Мерсин. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, поделись своими впечатлениями. Почему ты выбрала именно Мерсин? Здравствуйте, очень приятно познакомиться, и я с радостью поделюсь с вами и с подписчиками о покупке, о приобретении, ценном приобретении недвижимости в солнечном городе Мерсин. Я сама родом из приморского города, морской приморский город, Владивосток. Находится отсюда очень далеко, но там тоже очень красивое море, и поэтому выбор мой всегда недвижимости падает к морю. Не так давно я переехала в большой город Москва, очень комфортный, замечательный город, но тем не менее море... У нас непринужденная беседа, нам принесли сейчас блюдо. Тем не менее, море меня не отпускает, меня всегда море манит, так как я выросла, родилась и выросла, прожила у моря очень всю свою жизнь, можно сказать. А в связи с тем, что сейчас у нас в мире ситуация нестабильная, конечно, мы думаем каждый день, что нам делать и где нам еще иметь подушку безопасности. И мы выбрали город Мерсин, потому что этот город ближе сейчас к нашему месту проживания. Я считаю, это тоже немаловажно. Мы сейчас живем в Москве, нам лететь прямым рейсом 4 часа всего лишь навсего. Плюс, естественно, Мерсин сейчас еще, можно сказать, цена-качество очень даже вполне недорого, комфортно. Вот расскажи, когда ты выбирала квартиру, сколько времени прошло? Квартиру я выбирала, если честно, это произошло очень, именно на Мерсине я остановилась очень быстро. А вообще к турецкой недвижимости я присматривалась в районе года. Начала с Алании. Мы туда приехали, прожили там месяц. Нам там очень понравилось, но цены сейчас настолько там очень высокие, для меня невыгодно вкладывать в Турцию пока еще на сегодняшний день. Какие деньги? Ну, это очень дорого, допустим, если 2+1, мы рассматривали вариант 2+1 не меньше, если только да, больше. Ну ты купил 2+1. 2+1, если мне не изменяет память, около 300 тысяч долларов. Ну, такой, на чтобы... тот момент было. То есть да. Ты выбирала квартиру, скажем так, год назад. Полтора года назад. Полтора даже уже года. Да. Это стоило около 300 тысяч, такой комплекс, который нас интересовал. Комплекс уже был на начальном этапе строительства, то есть это не котлован был, насколько я помню. Наши знакомые тоже рассмотрели как Мерсин, и у меня подруга, она говорит, мы взяли в Мерсине. Ну, в другом проекте. В другом проекте, да, они в другом проекте у другого застройщика. Я рассмотрела ценовую политику этого города. В принципе, город интересен. Здесь в будущем скоро будет метро, насколько я... Метро строится. Аэропорт уже достраивается. Мы да, наш ждем долгожданный. открытия. Да, конечно. Это одно из таких заманчивых, таких как конфетка, манит, что будет один из больших аэропортов. Это будет хаб такой хаб. большой. Это будет второй хаб после Стамбула, да. Третий хаб после Дубая. И плюс еще, чем мне Мерсин больше стал интересен, чем недвижимость в Алании, это все-таки больше город. Это вообще город, это не деревня, цивилизации больше. Люди больше здесь зарабатывают. Естественно, я хочу находиться в окружении, где комфортная, мой мир, как говорится, да. Большой город, миллионник, здесь есть университет, здесь есть оперный театр, здесь есть много различных развивающих центров для детей, спортивные школы большие. То есть вообще город Мерсин, он не привязан к туризму было, и тебя это наоборот не оттолкнуло, а как привлекло. Меня даже, наоборот привлекло. То, что... Потому что если привязываться исключительно к туризму, то это будет
во-первых, Завышенные цены. Завышенные цены, это во-первых. Инфраструктура, честно, не такая будет предложена, интересная инфраструктура, как в городе-миллионнике, где проживают люди, где они зарабатывают деньги. Здесь же один из крупных портов, правильно, насколько Да, я конечно, знаю? да, это тоже Очень, крупнейший порт вообще в Турции, да. Да, да, и вот буквально 3 дня назад я была в торговом центре, мне, после Москвы уже, я думала, ничем не удивишь. Вы были в форуме, гуляли в Марине, да? Да, Тоже да, посмотрела, да. То есть, если здесь жить, если у человека, он хочет основательно сюда переехать, я думаю, им будет здесь комфортно. Ну, давай расскажем, в каком районе ты купила квартиру. То есть ты купила квартиру в районе Тумюк. Да, вот расскажи свои впечатления о Тумюке. То есть, да, тебе понравился город-миллионник. Но некоторые думают, что вот район Тумюк это какая-то вот вообще отдельный какой-то поселок, и что там, что там очень скучно, там не будет никакой инфраструктуры и так далее. Какие, вот честно, как есть, вот свои впечатления, на самом деле, вот как ты увидела? Рассказываю честно. Значит, Да. Во-первых, да, я покупала квартиру на онлайне, вообще, честно говоря, не видела город, но я понимала, что это за город. Сейчас это никому не проблема зайти, изучить информацию. То есть я так примерно понимала. Я думала, город будет поскромнее. Честно говоря, визуализация моя превысила ожидания. Вот. Поселили нас, вот Вита ты нас поселила в центре, в гостинице, тоже предложение от риэлторской компании очень выгодное. Мы 4 дня пробыли в центре, в принципе, свои дела там все сделали, да, и достаточно. И поехали в Тумюк. Как мы познакомились? Тумюк, я, в принципе, знала, что это как маленькая деревня. Спальный, спокойный район, да. Он спальный, спокойный район, можно Курортный рассматривать, район, да. как курортный район. Мне, в принципе, для того, чтобы жить и отдыхать у моря, я эту квартиру брала и чтобы жить и отдыхать у моря, пока я еще не планирую здесь жить. Мало ли, откуда я знаю. Ты говорила о том, что ты купила как инвестицию и для жизни. Вот, возможно, ты будешь ее в аренду сдавать или нет, или не рассматриваешь такой вариант? Я сначала думала, возможно, буду сдавать в аренду. Насколько помню, да, из разговора. Да, но я так спрашиваю, все равно вопрос, занимается ли ваше агентство. Мало ли, вдруг, мы же не знаем, что у нас в жизни завтра произойдет. Я могу сдать, да. Я думаю, она будет в сезон сдаваться вообще очень хорошо. Но пока я ее не планирую сдать. Год-два я точно хочу пожить в этой квартире, в новой сама. Почему Тумюк я выбирала? Потому что, да, все-таки это недвижимость у моря рассматривала, и значит, у меня квартира должна быть у чистого моря. Комплекс мой называется Лавинья 2, 2+1, еще раз повторюсь. От комплекса 5 минут. Я удивилась. На самом деле, я думала больше идти. Ты думала больше, что 500 метров это больше? Я думала минут 15 по жаре, по каким-то траншеям. По прямой дороге. По прямой дороге, она асфальтная. Я, честно говоря, еще раз повторюсь, у меня визуализация больше, чем... то есть картинка на самом деле лучше произошла. А как вот у тебя впечатление? Картинка совпала? Ты вообще покупала квартиру, то есть ты опиралась просто на какие-то рендеры, картинки, да? Планировку ты видела и так далее. А когда ты вот приехала и вживую увидела квартиру, какие у тебя впечатления были? Вот тоже честно, пожалуйста, нам скажи. То есть вот как тебе? Понравилась тебе отделка? Понравилась ли, правда ли такая планировка тебе? Понравилась она тебе или были какие-то наоборот? По плану, по генплану мы смотрели все, что по 3D-картинка была, все, что я видела, проект. Я смотрела предыдущую Лавинья 1, по-моему, да, все соответствует. Я удивилась настолько, что, да, когда я пришла в этот комплекс, и я увидела, что комплекс, вот все точно так же, то есть ничего не преувеличено. Все совпало с Все твоими совпало, ожиданиями, да, ничего не преувеличено, ничего не придумано. Мы лично, да, Вита, с тобой общались, вот ты мне сказала, вот вид такой-то и такой-то, ничего не придумывая, вид на море там где-то сбоку искоса, такого нет. Наоборот, по-моему, ты мне говорила, что вид вот будет на дома, на горы, все. Да, а когда я смотрю в окно, у меня, наоборот, больше плюсов от того, что я увидела фактически. Я смотрю в окно, у меня красивый вид на бассейн,
внутреннюю Одного зону. окна, да. И, как оказалось, даже кусочек моря виден. Ну да, мы море не заявляли. Да. Море не заявляли, ни море Да. не заявляли, ни бассейн был не заявлен. Мгм. Я думаю, что через год этот район Томюк, он еще больше заселится, правильно? Там еще же сколько Конечно, строится. там еще очень много комплексов, которые достраиваются, и этот же застройщик, у которого ты покупала квартиру, он сейчас строит грандиозный комплекс «Лавиния», премиум, тоже, который находится недалеко от моря. Ну и помимо него там еще много-много застройщиков еще строят комплексов, они будут сдаваться, и, соответственно, будет еще подтягиваться инфраструктура. Но даже сейчас, вот ты видела, да, что на самом деле, вот расскажи просто про свой комплекс. Там в пешей доступности у нас есть, что есть у нас там? Мигрос, заправка, банкоматы, аптека, поликлиника. Вот, ну ты же уже ходила, там магазины Там какие-то. можно вообще не иметь транспорт. Я первое время думала, возьму в аренду машину. Да, я у тебя спрашивала, так, в аренду машину взять, все равно там нужно будет, наверное, куда-то ездить. Мгм. Так, машина, в принципе, если, ну, не у всех же могут себе позволить снять Сразу, да. в аренду машину, во-первых. Во-вторых, не все могут ездить, боятся за границей ездить, даже если они в своей стране ездят. Просто от комплекса, вот я спустилась вниз, магазин А101. Самое необходимое там есть все, то есть вода, малу, все есть. Тут же рядом большой Мигрос, потому что Мигросы есть маленькие, а он Огромный Мигрос, как огромный. вот у вас Ашан, наверное, да? Или Да, вот да. с чем? С перекрестком, наверное, можно да, сравнить. то есть можно пешочком буквально Да. там в один магазин, во второй. Хотя вот мы с тобой, Вида, разговаривали, ты говорила, там, пару-тройку магазинов, может Ну, быть, на тот есть. момент, когда мы с тобой разговаривали, так и было. Но Всё, да, то есть но они так как- открываются как да, грибы. Если кому-то не нужно часто ездить в центр Мерсина, а машина не нужна, и кто планирует постоянно ездить, не проблема взять машину, парковка очень удобная, Когда она мы с всегда тобой свободна. разговаривали, я вот запомнила твои слова, что потому что я сама по той же причине выбрала район Томюк. Я приехала сюда из Москвы, Мгм. и я настолько устала от этого мегаполиса, от шума, и меня вообще, я сплю неспокойно, если я слышу вот эти машины, и вот это вот, я прихожу домой, мне хочется, чтобы была тишина. И ты мне сказала, что вот как раз-таки я выбрала район Томюк, потому что я здесь отдыхаю, мне не Конечно. нужно. И вот Ирина приехала, когда ты сюда приехала уже, сколько, 4-й день ты здесь? Пятый день, да? Да, 5-й день. 5-й день ты уже успела съездить в Марину, в форум, то есть сама на маршрутке села, поехала, приехала, нашла, все как бы. То есть если нужна какая-то прям вот такая вот благоустроенная инфраструктура в плане там торговых центров или, может быть, клиники какие-то, то всегда можно это все это вот буквально каждый. Буквально 5 минут вышел, и маршрутки комфортные, не переполненные, стоят, причем таких смешных денег на человека 17 лир, и ты уже в центре Мерсина, то есть ты уже в центре всех этих событий, которых там, я не знаю, кому-то да, по медицине что-то нужно, или в крупный торговый центр зачем-то. А еще раз повторюсь, все магазины для жизни, все есть. Там даже какой-то, мне вчера женщина рассказала, есть мясо свежее парное, привозят, говорит, вот здесь. Да, То есть это и называется всё- касаб, да. И все, Мясная вот 5 лавка. минут, вот 5 минут, вот 5 минут. Почему мне именно вот Томюк, я как только увидела, все, говорю, если там море, песчаный песок, все идеально подходит. Ну и плюс, конечно, в интернете я почитала, посмотрела. Берем, как говорится. Мгм. И когда я визуально сама увидела чистый песок, прозрачное море, я вот второй день из моря просто не выхожу, несмотря на то, что сегодня у нас какой ноября? Какой у нас сегодня ноября? У нас, по-моему, 2 ноября. 2 ноября, да. Третье, Третье несмотря уже, на то, господи. что 3 ноября, ты мне еще говорила, что в сезон от нашего комплекса будут Шезлонги и зонтики, Шезлонг, да, конечно, да. Это вот, то есть это, я считаю, честно говоря, цена, качество, близость к чистому пляжу, к чистому морю. Ну и последний, наверное, вопрос, я думаю, почему ты выбрала именно наше агентство, как ты нас нашла? Наверное, не почему ты нас выбрала, наверное, клиентов, наверное, там выбор был большой, Да, выбор был множество агентств, большой. да. Как ты на нас остановилась, почему выбрала нас, как вот так случилось? Выбор был действительно очень большой, все предлагали, и как только ты куда-то напишешь, и тебе постоянно будут написывать и скидывать какие-то варианты. Я каждого смотрела, просматривала, думаю, так, есть ли YouTube-канал, потому что так как у меня не было в
планах лететь, Мгм. не получалось у меня по времени полететь в Турцию, сюда все это бегать, выбирать, но это просто нереально. Можно так еще 3 года ездить и ничего не купить. Я поняла это для себя. Мгм. Иначе, думаю, если я, в принципе, Турцию так примерно знаю, вот, и поэтому я начинаю смотреть, если есть у риэлторской компании, допустим, там свой YouTube-канал, чтобы я уж понимала, что это за... С кем имею дело? С кем имею дело. Несмотря на то, что мне давали друзья по рекомендации своих риэлторов, но они мне почему-то не понравились, ну вот просто не понравились и все, не знаю. Мне очень важно, какой риэлтор, как он относится к своим клиентам. И я вот тебя нашла, вот так вот смотрела некоторые проекты, которые мне интересовали, Мгм. и увидела тебя на Ютубе. Я поняла. Ну, то есть искала проект и вышла как-то Да, на наш канал да, каким-то и образом. из Ага. всех, которые предлагали вот эти проекты, которые меня интересовали, и я остановилась на тебе. Как-то я вижу, что ты именно реально опытный человек. Ну, То есть я так поняла, вот твое агентство, оно под клиента ориентировано. Под любого клиента вы найдете под его ситуацию, выйдете всегда. Ну, стараемся, да, Да. если его желание в как сказать, если Ну, его конечно, желания, оно они должно более-менее быть, ну, в адеквате. адекватные, да, Да, если его да. желания адекватные. Как вот по ценам, как ты ощутила здесь? Цены такие же, как в Москве? Дороже, дешевле или так же? Вот как, Ну, на как- недвижимость, конечно, говорить смысла Ну, нет. мы, да, что про недвижимость мы не естественно. говорим, Там- да, понятное там- дело. там цена- Москва и Мерсин это разные Да, вообще да, города, да, да, вещи, да, да. Цены на рестораны, допустим, в некоторых местах, если это, допустим, Марина, да, но извините, это Марина, это море, я Дорогой сижу, ресторан. это да. дорогой ресторан. Торговый центр, да. Дорогой торговый центр такой и красивый, ну там красивый вид. Если я в Москве за эту цену приду, допустим, сравнить как на Патрике, да, там будет для Меньше. Меньше. для на- котика блюдо, Для извините. котика. Ну, понятно. Да. Порции в основном- меньше, а цена такая же примерно, я так поняла. Да, да. Если вот сейчас мы в ресторане сидим, тоже ресторан хорошего уровня, но здесь такие цены, как у нас, наверное, будет в торговых центрах какой-нибудь Ну да, фастфуд. такой фастфуд. да. Продукты, цены, конечно, здесь дешевле, конечно. Разговоры с тобой, общавшись с нашими клиентами, я для себя понимаю то, что люди выбирают Мерсин в основном. Основной ключевой фактор, конечно же, это, выбирая между Анталией, Аланией и Мерсином, это цена на недвижимость. Второе – это солнце и море, хорошая развитая инфраструктура, город-миллионник, да? Да. Вот, и хорошее качество жизни на самом деле, в принципе. Спасибо, Ирина, тебе большое. Я желаю тебе, чтобы твоя квартира стала для тебя таким талисманом, который привлекла в твою жизнь удачу, счастье, здоровье, изобилие. Вот такой вот талисман, якорек такой, лучик такого отдыха и такого счастья в солнечном городе Мерсин. Пусть у тебя в этой квартире и вообще в этом городе ты проживала только счастливые моменты. Ты, и твоя семья, и все твои близкие, кто будет сюда приезжать. И на этой прекрасной ноте, я думаю, мы попрощаемся и приступим наконец-таки к трапезе нашей, потому что уже все у нас остывает. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеообзор. Пока-пока!